Война. День 520. Ситуация на фронтах. Сразу несколько западных СМИ вышло со статьями о том, что Украина активизирует свои усилия по контрнаступлению и даже наносит главный удар. В реальности на данный момент кадров этого мы пока не видели. По крайней мере, на фронте не было замечено чего-то большего, что было в начале контрнаступления, как и не было замечено задействование большого количества поставленной техники, такой как БТР Страйкер, танки Challenger 2 и БМП Мардер и CV-90. Да и даже кадры поврежденного польского танка ПТ-91, снятые украинцами ранее, также не свидетельствуют о участии данной техники в бою. В то же время, некоторые новые успехи по продвижению наблюдаются, но вряд ли это можно назвать главным ударом. Восток. Россияне нанесли удар корректируемой бомбой по жилому дому в Кашарівці, где убили как минимум одного мирного жителя. По линии Сватово-Кременная, после продвижения российских войск на несколько километров в районе Карамзиновки на прошлой неделе, на этой неделе новых продвижений не замечено. ЗСУ удалось стабилизировать фронт, а на некоторых участках даже отвоевать утерянные позиции. Не исключено, что для этого могли быть задействованы резервы. В районе Бахмута основные бои продолжаются по флангам города. На севере украинские войска наступают вдоль трассы М-03, а на юге бои, судя по всему, идут непосредственно в Клещеевке, а в Андреевке россияне пытаются закрепиться по линии укреплений вдоль железной дороги. Пока ЗСУ ни на одном участке, пересечь железную дорогу тут не удалось, хотя бои идут вплотную к ней. Важно понимать, что она используется исключительно как оборонительный рубеж. Транспортировать грузы по ней невозможно. В Шахтерске удару подверглась нефтебаза, горючее которой использовалось для обеспечения российских войск. Юг. Украинским войскам удалось продвинуться на Бердянском направлении и силами 35-й бригады морской пехоты и батальона Орей освободить село Старомайорское, которое обороняла российская 60-я отдельная мотострелковая бригада. Россияне отошли в село Заветное Желание, и, вероятно, в ближайшее время украинским войскам удастся занять Урожайное. Тут украинцы предпринимали тактику попеременных атак на разных направлениях, вынуждая россиян задействовать резервы. Так, ранее основные бои велись за село Приютное, куда россияне направили на помощь десантников из 247-го десантно-штурмового полка, а затем и 71-й мотострелковый полк. И когда те глубоко завязли в боях, удар коварными украинцами был нанесен в другом месте и даже не по этим силам. Таким образом, россияне, пришедшие на помощь в Приютное, сегодня могут обнаружить у себя на фланге, а в некотором роде и тылу, не российских мотострелков из 60-й бригады, а уже морпехов, причем украинских, что, вероятно, негативно скажется на их желании оставаться в указанном селе. Дальше любопытная ситуация происходит вокруг села Работино на Токмакском направлении. Тут украинские войска, дойдя до окраины села, не стали его штурмовать, а повернули на восток, в сторону Вербового, и, судя по всему, начали огибать Работино, выходя уже и на Новопрокоповку. Таким образом, между Вербовым и Работино вбит клин, а если украинским войскам удастся продвинуться еще южнее, то, вероятно, удержание россиянами Работино потеряет какой-либо смысл. Впрочем, основная линия обороны россиян еще впереди, и сейчас украинские войска все еще преодолевают российские минные поля. Дальше на Васильевском направлении также отмечаются бои, но продвижений замечено не было. Спасибо за просмотр, как всегда буду благодарен поддержке видео лайками, комментариями, желательно адекватными, также делитесь с ним в своих социальных сетях, ну и не забывайте подписываться на канал.